Здравствуйте, друзья! С вами Мария Фараонова, и мы начинаем третий урок по вышивке гладью для начинающих. Сегодня мы с вами потренируемся в вышивке различных сложных форм лепестков длинными и короткими стежками. Под этим видео скачайте шаблон в натуральную величину, вырежьте его и переведите на ткань. Либо нарисуйте от руки по приведенным размерам. Прорисуйте направляющие линии, они нам будут показывать направление стежков. Подготовьте мулине трех оттенков одного и того же цвета. У меня это фиолетовый цвет. Возьмите самый светлый оттенок из подготовленных, а также тонкую острую иглу. Вышивать будем нитью в 2 сложения. И сейчас я вам покажу еще один способ закрепления нити на ткани. Отрежьте от пасмы отрезок длиной около 1 метра. То есть длина должна быть в 2 раза больше, чем та нить, которую мы будем вышивать. Вытягиваем одну ниточку из пасмы и складываем ее пополам. Оба конца нити вдеваем в ушко иглы. На другом конце, как видите, у нас образовалась петелька. Будем вышивать контур элемента. Этот способ закрепления подходит для четного количества нитей. Вводим иглу с нитью в ткань с лицевой стороны, оставляя петельку. Теперь, выходя с изнанки на лицо, мы проходим иглой в эту петельку и затягиваем. Дальше вышиваем как обычно. Контур элемента я буду делать стежком назад иголку. Также вы можете использовать шов в раскол. Выполняем первый ряд теми же светлыми нитками в 2 сложения. Длинные и короткие стежки. В данном случае длинные стежки у нас будут длиной около 1 см, а короткие стежки немного короче, около 7 мм. Чередуем длинные и короткие стежки, а направление стежков нам помогают выдерживать наши направляющие. На изнанку каждый раз уводим иглу сразу за линией контура. Для смены направления и разворота стежков выполняйте короткие стежки, а затем длинные. Так у вас получится незаметный поворот. Когда ниточка заканчивается, закрепляем ее кончик с помощью нескольких маленьких стежков. После чего нить можно будет отрезать. Чтобы край был более ровным, старайтесь вводить иглу в ткань под небольшим наклоном в сторону контура.
Завершаем первый ряд с длинными короткими стежками и переходим ко второму ряду нитками того же самого цвета. Во втором ряду будем выполнять только длинные стежки, так как в первом ряду мы уже заложили ступенчатую основу для последующих рядов. При этом кончиком иглы расщепляем стежки предыдущего ряда. Идем в одну сторону, выполняем длинные стежки от коротких стежков предыдущего ряда, а идя в обратную сторону, мы заполним оставшиеся промежутки. Ну вот сейчас мы идем в обратную сторону. Это все еще второй ряд. И выполняем длинные стежки, расщепляя те стежки, которые у нас были длинными в первом ряду. Варьируйте длину стежков, не делайте их все одинаковыми, чтобы вышивка выглядела естественно. Стараемся вышивать таким образом, чтобы у нас не оставалось пробелов. Таким образом у нас сохраняется ступенчатая основа. Не обязательно расщеплять абсолютно все стежки предыдущего ряда, поскольку элемент у нас сужается, то стежков становится меньше с каждым рядом. Закрепить нить можно и на изнаночной стороне, зацепив ее за стежки. Меняем нить на более темную и начинаем второй ряд. Его мы выполняем точно так же, как и предыдущий ряд, в два прохода длинными стежками. Соблюдайте предварительно намеченное нами направление стежков. Таким образом мы придаем нашей вышивке некий визуальный изгиб, поскольку стежки наши прямые, они не могут быть другими, но визуально это будет выглядеть так, как будто бы они плавно изгибаются. В этой серии уроков по вышивке гладью я делюсь с вами различными тонкостями и нюансами по вышивке. И советую вам выполнить все задания, прежде чем переходить уже к вышивке своего собственного проекта. Таким образом вы обретете опыт и набьете руку. Теперь меняем нашу нить на самую темную. И начинаем следующий ряд. Расщепляйте кончиком иглы стежки предыдущего ряда. Наизнанку нить уводите сразу за вышитым контуром. Проходя в обратном направлении, закрываем те еще не закрытые пустые места, которые у нас остались. А сейчас мы с вами вышьем элемент еще более сложной формы. Шаблон для скачивания вы найдете под этим видео. Скачайте файл с шаблонами, распечатайте их и вырежьте. Чтобы нам было проще, давайте сразу разметим направление стежков самого первого ряда. И теперь направление стежков всего элемента. Я пользуюсь ручкой, которая исчезает от горячего. Вы можете взять карандаш или маркер по ткани.
Для вышивки этого элемента я подготовила 4 оттенка мулине. Берем самый светлый оттенок и нить в 2 сложения. Выполняем контур элемента. Начнем с угла и вышьем первый ряд длинными и короткими стежками, тем самым выполняя ступенчатую основу для последующей вышивки. Соблюдайте направление стежков. Я предлагаю вам не менять оттенок нити и второй ряд выполнить теми же самыми светлыми нитками. Не забывайте, что начиная со второго ряда мы выполняем только длинные стежки. При этом расщепляем стежки предыдущего ряда, для того, чтобы при вышивке не образовывались отверстия, которые будет очень трудно удалить. Для следующего ряда поменяем нить на оттенок номер 2, чуть более темный. Подбирая оттенки для вышивки, старайтесь выбирать такие цвета, которые не очень сильно отличаются друг от друга, не слишком резко, для того, чтобы переход от цвета к цвету был плавным. Тогда у вас получится красивая работа и плавные вливания из цвета в цвет. Обязательно следите за направлением стежков, старайтесь выдерживать его. Количество стежков в каждом следующем ряду становится меньше, потому что элемент у нас сужается к концу. Вышивать от широкой части к более узкой проще, убавляя стежки. Поэтому в своих вышивках старайтесь придерживаться именно такой последовательности.
Цвета меняйте по мере необходимости. Если вам нужно сделать более сильный загиб по форме элемента, то можете длину стежка немного уменьшить. Но не делайте слишком короткие стежки, потому что иначе гладь будет выглядеть неровной. Закончив вышивать, не отрезайте сразу нить, а посмотрите внимательно, нет ли где-нибудь еще прогалов, пустых мест, которые нужно заполнить. И только заполнив все пробелы, отрезайте нить. Ну и напоследок в этом уроке мы вышьем еще один лепесток. Вы можете его примерно нарисовать сами от руки, либо воспользоваться готовым шаблоном. На этот раз возьмем нить в одно сложение. Нам нужно вышить сначала контур элемента, поэтому закреплять нить я буду прямо на линии контура. Сначала выполняю несколько стежков вперед иголку, а затем возвращаюсь назад и, вышивая контур, стараюсь попасть иголочкой прямо в нитку. Так она лучше закрепится. Этот элемент мы начнем вышивать от центра. Вышьем сначала одну сторону, потом другую. Вы сами увидите, что вышивка в одну нить выглядит намного более изящно и утонченно, чем вышивка в две нити. Но, разумеется, такая вышивка займет и больше времени. Старайтесь вышивать таким образом, чтобы стежки ложились близко друг к другу, закрывая полностью ткань, но при этом не наползали друг на друга. Если нужно немного изменить направление, выполняйте короткий конусный стежок. Про выполнение конусного стежка я подробно рассказывала во втором уроке. Теперь вернемся к центру и выполним вторую половину. Расщепляем стежки предыдущего ряда. Поскольку мы вышиваем в одно сложение, нам нужно будет кончиком иглы расщепить саму ниточку.
Если у вас вдруг запуталась ниточка и образовался узелок, что часто случается, постарайтесь его не затягивать, а просто подцепите кончиком иглы, и он распутается.